Добрый день, мои неравнодушные односельчане. Последнее время, наверное, в силу своего преклонного возраста, я все чаще слышу вопросы на тему создания семьи и разведения детей. И хотя потомство стоит в моем списке интересов после всей модельной линейки мотоциклов Suzuki, в этом выпуске я решил пройти по пути развития маленького селянина и убедиться, насколько комфортно, беззаботно и безопасно его детство в Рудне. Ведь, как говорят, дети – это цветы жизни. И сегодня мы посмотрим, насколько красивые вазы обустроили для своих цветов жители нашего села. Наш социальный патруль выезжает на поиски прогресса. Как вы поняли из видео про больницу, появиться в Рудне в 2020 году микроселянин не сможет, в силу отсутствия роддома. А для того, чтобы ему появиться вне его стен, необходимо тазик с теплой водой, тряпки и бабка-повитуха. Но так как последняя бабка умерла в 1764 году, а теплую воду и свет отключили за неуплату, на этой позитивной ноте я, пожалуй, и закрою тему с появлением на свет. После рождения, на фоне разгулявшихся корововирусов и чумы поросей, наш микроселянин, возможно, заболеет. И исцеляться ему посчастливится в нашем детском отделении поликлиники. Это прекрасное учреждение не только укрепит иммунитет ребенка, но и, возможно, создаст его с нуля. Одна из первых процедур – это закалка на свежем морозном воздухе, так как теплый туалет для маленьких, да и в принципе для больших пациентов, отсутствует даже в виде идеи. Эх, какие же теплые воспоминания вызывает у меня этот нужник. Вереницы призывников, которые курсируют с банками мочи из этого сортира до лаборатории. Романтика! На вопрос одной знакомой бабушки по поводу использования пациентами теплого туалета, который расположен в здании поликлиники для персонала, медики ответили, что если есть какие-то проблемы с посещением уличного, то следует ходить в подгузниках. Я думаю, что это правильно и современно. Немаловажную роль в выздоровлении играет ожидание очереди на прием, которое делает из малого очень целеустремленного человека и еще сильнее сплочает его с родителями в борьбе с врачами, с вирусами, извините. Соседние здания этого суперсовременного комплекса тоже станут родными для маленького переносчика заболеваний. В их светлых палатах ему предстоит проливать кровь и другие жидкости. В дальнейшем контакт с людьми в белых халатах не ограничится территорией поликлиники. Курс прививок от ящура, проказа и бубонной чумы не дадут маленькому пациенту заскучать в садике, школе, пивбаре и церкви. Вход на территорию поликлиники начинается с преодоления небольшой водной преграды. В дальнейшем проблем для перемещения не возникнет. Вероятно, в поликлинике сейчас проводится день открытых дверей, поэтому дверь как таковая отсутствует. Либо ее забрали на выходные, чтобы недобросовестные односельчане не уволокли ее к себе на дачу. Окончательно возмужав, наш
селянин буксируется заботливыми родителями в детский сад. Здесь, за ржавым забором, ребятенок активно развивается и становится чумазым камазистом, веселым браконьером, хозяйственным фермером, ответственным машинистом, нервным программистом, ушлым камевояжером, цепким менеджером, скучным веб-дизайнером, крупным акционером, мелким лавочником. Здесь спектр доступных ребенку инструментов развития просто поражает воображение, а оригинальные цветовые решения и искусные рукотворные изделия просто ставят раком ведущих программы очумелые ручки. Понадобится для этого всего лишь 2 донышка от пластиковой бутылки. Согласно местным поверьям, каждую ночь при полной луне жители двухэтажек видят здесь образ одиноко стоящего ребенка, жалобно зовущего свою маму. Судя по всему, на этой скамейке детишки сидят и смотрят вперед в свое светлое будущее. Как доказали британские ученые, в ДНК каждого россиянина зашита хромосома, отвечающая за хранение старых гнилых оконных рам. Звучит невероятно, но это факт. Так, сейчас мы поснимаем все ништяки изнутри детского садика. Какие у нас тут развлечения имеются для детишек. Тут стояла деревянная избушка такая маленького размера. Даже, по-моему, 2 их тут было. Тут большая была на этом месте. А сейчас очумелые ручки. Это осел из монтажной пены, пацаны. Это бутылки, обклеенные. Ой, а что это? Ой, а для чего бутылка? Сейчас все поймешь. Она просто в шоке. Пластиковая бутылка не потеряла своей актуальности. Как вам влюбленные в друг друга 5-литровки? А? Хорошо же? Хорошо. Вы знаете, что у диджея Тиеста в садике тоже было вот такое солнышко из старых компакт-дисков? Вообще действующих детских садов в Селухе 2, и оба выглядят одинаково печально. Работники и воспитатели за копеечную зарплату поддерживают слабый пульс этих заведений, жесткая нехватка финансирования которых видна невооруженным глазом. На территории одного из садов, где нам запретили съемку, располагается аварийное здание, построенное в 40-х, если не раньше годах. Его и разрушающуюся беседку заботливо обвязали полосатой лентой в ожидании крушения. И несмотря на штрафы от Роспотребнадзора, руины стоят в ожидании своих жертв. Следим за дальнейшим развитием событий. Одновременно с этим, при тотальной нехватке финансирования существующих садов, уже 10 лет идет строительство нового садика на горе, за границей Рудни, на малонаселенной территории. Л. Логика. Г. Грамотное управление. Ну а пока мы любовались садиками, наш селянин уже немного увеличился, развился и теперь желает творить. Именно поэтому сейчас за моей спиной находится Центр детского творчества. Как известно, настоящее искусство рождается в муках, а именно поэтому на подходе к ЦДТ уже надо пройти ряд испытаний. Опасность в виде падающих на кабину маленького жителя кирпичей заставляет его задуматься о вечном и прекрасном, а суровый фасад разрушающегося здания стимулирует выработку гормонов радости. Руины сгоревших зданий, находящихся по ту сторону красивого забора, представляют собой инсталляцию на тему Сталинградской битвы и выполняют немаловажную роль в воспитании малюсеньких патриотов. Повсеместная забота о крошках-селянах видна невооруженным глазом. В любых ситуациях приоритет отдается только детишечкам. Именно поэтому здание ЦДТ не реставрируется и не ремонтируется, дабы не уничтожить его историческую ценность.
тогда как похожее по архитектуре здание пенсионного фонда, находящееся дальше по улице, несколько лет сияет ремонтом. И вот, к концу нашего выпуска, свежеиспеченный рудненчонок стал совсем большим, и теперь двери перед ним услужливо распахнет школа, обзор которой вы уже видели во втором выпуске «Социалки». После выпуска про больницу у некоторых жителей возникли вопросы насчет моей адекватности. Так, например, я приплел морг к больнице, хотя он к ней не относится, это вообще отдельная структура. Неправильно назвал закрытый корпус неврологии и терапии кардиологическим, ну и так далее. Но я хотел бы прояснить одну маленькую деталь. Все мои комментарии являются чисто субъективным мнением. Объективно лишь разруха за моей спиной, попадающая в объектив нашей беспристрастной камеры. Поэтому смотрите, анализируйте и делайте свои выводы. Ведь чем активнее население проявляет свою гражданскую позицию, тем лучше для нашего поселка, да и для всей страны в целом. А тех, кто считает, что я своей деятельностью очерняю любимую силушечку, попрошу не волноваться. Ведь в своих роликах я показываю реальную картину, которая красива и нормальна, судя по газетным статьям и вашим громким заявлениям. Ложитесь спать, все равно общественная баня еще не работает.